Итак, всем привет! Вот и закончилась конференция WWDC 2022. Она идет, но дальше это все для разработчиков. В Твиттере мы будем обсуждать и остальные дни конференции. Но основной доклад закончился вчера. О том, что нам показали, будет отдельный ролик. Я, как обычно, позже всех, потому что интернет здесь слабый, я не дома, за границей. Поехали, первый взгляд, посмотрим на новую macOS Ventura. Она установлена у меня на MacBook Pro 2021, Apple M1 Pro. Первое, что мне понравилось, очень понравилось в новой системе, это вот эта функция. Не помню, как она называется. То есть активируем. Например, мы читаем новости, слушаем музыку параллельно, откроем почту и Safari. Допустим, вот я в Safari, что-то смотрю. Я могу переключаться между приложениями. Теперь вот так вот. Конечно, у нас есть Mission Control. Если мы возьмем, сделаем вот так вот. У нас есть рабочие столы. Но самое, на мой взгляд, прикольное, это вот эта штучка. Не помню, как она называется. Вот хоть убейте меня. Stage что-то там. Вот так она работает. Например, напоминание мы откроем тоже. То есть, смотрите, сценарий работы. Например, я сижу в Final Cut, и мне кто-то что-то написал в Telegram. Telegram находится здесь, Final Cut на весь экран. Я могу переключиться с Final Cut на Telegram. Дальше добавили нам приложение «Погода». Уделили этому внимание. Очень много внимания было приложению «Погода». Не особо она что-то хочет работать сейчас. Только в текущем месте. Это Фаренгейты. Изменить можно градусы в настройках. Полноценное приложение «Погода» у нас. Дальше. У нас теперь новые системные настройки. То есть как в iOS. Больше походит на iOS. Приложение настройки достойно отдельного видео. Я так думаю. Вот так оно все выглядит. Интерфейс не прорисовывается, потому что Developer Beta 1. В целом, первое впечатление положительное. Но хотелось бы что-нибудь такого, чтоб прям А вот этого не произошло. От одной функции произошло. А так в целом. Не увидел я того, что я ожидал. Но система на вид хорошая, скажем так. В FaceTime можно мгновенно переключаться. Например, вы начали звонок на Маке, мгновенно переключились на iPhone, iPad. Функцию Continuity прокачали. MacBook немножко шумит, потому что это первая Developer Beta. Теперь мы поговорим на тему Hackintosh. Hackintosh у нас запустились. В данный момент разработчики OpenCore фиксят загрузчик, но можно завести OpenCore 0.8.1. Вышла версия 0.8.1. То есть мы обновляем Whatever Green до последней версии. Отключаем Avoid Runtime Defrag. Давайте я покажу наглядно, чтобы это было наглядно, чтобы вы понимали. Давайте мы скачаем с вами OpenCore. Или у вас 0.8.0 или 0.8.1. Это без разницы абсолютно. Абсолютно без разницы. Скачаем Please Edit Pro, чтобы открыть конфиг. И сейчас с вами поговорим, что касается Hackintosh. Я не рекомендую к установке
macOS Ventura прямо вот сейчас, потому что это Developer Beta для разработчиков. Первая Developer Beta сырая. Пока здесь нечего ловить. У меня она на MacBook'е, и то я буду уходить на macOS Monterey 12.4. Потому что, как все мы знаем, первые версии для разработчиков довольно... Ну, тут есть баги всякие, недочеты. Это нормально. На Hackintosh я вам не советую ее ставить. Hackintosh будут обновляться в сентябре-октябре. Система выйдет для всех, и мы будем обновлять наши Hackintosh. К тому времени у меня уже будет тоже Hackintosh. Да, у меня есть MacBook на Apple Silicon, но я хочу себе Hackintosh собрать. Вы это все прекрасно знаете. Это будет процессор Core i5 10400, 10-е поколение. Это бюджетный Hackintosh. Сильно дорогой я собирать не буду, в этом нет смысла. Но это будет 10-е поколение. Это будет 16 гигов оперативной памяти. Материнская плата какого-нибудь гигабайт, может быть. SSD поставим 2 терабайта. У меня есть SSD на 1 терабайт, но мы поставим 2. И видеокарта RX 580. И есть в Hackintosh еще одна такая, ну, не знаю, проблема, не проблема, но очень весомая такая. Значит, что нужно сделать на данный момент, чтобы установить macOS Ventura? Давайте откроем. Значит, допустим, это наш конфиг нашей Monterey, то есть нашей системы macOS Monterey. Первое, что мы делаем, идем booterquirk avoid runtime defrag. Отключаем. На данный момент так. Очень скоро разработчики это пофиксят. Я разговаривал с разработчиками OpenCore. Что мы делаем дальше? Обновляем whatever-green. Из мастера берем. И в бутарге пишем вот такой вот ключ. Обязательно, когда вписываем бутарги, сбрасываем Envira. То есть, первое, мы отключаем Avoid Runtime Defrag. Второе, вписываем ключ lilbeta-o. Сохраняем наш конфиг. И обновляем whatever-green. Текст, берем его из мастера. Вот. Но пока я не рекомендую, система сырая. Приложение настройки у нас новое, оно достойно отдельного ролика. Мы его снимем. Впечатление от работы на новой macOS я не могу ничего сказать. Система сырая, нужно еще ее разобрать по полочкам. Я посмотрю, поработаю, покопаюсь здесь в ней. И я сниму отдельный полноформатный ролик по этой системе. Хакинтошники, не торопитесь. Ради бога, не торопитесь. Маководы не разработчики, а просто люди, которые пользуются макбуками, тоже не торопитесь. Потому что у меня конкретно, я когда ставил, у меня Mac завис. Перечень совместимых устройств. iMac от 2017 года и выше. iMac Pro 2017, Mac Studio, MacBook Air 2018 года и выше, MacBook Pro 2017 года и выше, и MacBook 2017 и выше. То есть в Hackintosh, помимо того, что я сказал сделать, нам нужно еще сменить SMBIOS на iMac от 2017 года. От 2017 года. 2016 год выпилен. Отрезали компьютеры Mac в списке поддерживаемых девайсов. К слову, macOS Monterey, macOS 12 поддерживала компьютеры от 2014 года и выше.
Получается 15 год, 16 год выпилен. Компьютеры, которые начинаются от 2017 года и выше, поддерживаются. Я не знаю, зачем Apple это сделал. Видимо, полным ходом идет переход на Apple Silicon. Поэтому Apple урезает поддерживаемое устройство. Что касается iOS, iPhone 6s, 6s Plus, SE первого поколения, iPhone 7 и 7 Plus не поддерживается iOS 16. Айфоны тоже немножко подрезали. Значит так, по SMBIOS, если у вас Hackintosh от iMac 21,5 до iMac Retina 5K 2020. Вы знаете, вот все, что осталось из SMBIOS для Hackintosh. Все остальное выпилено. Что ставить лучше? Какой SMBIOS ставить лучше? Ну, вот эти три, это 100%. Из iMac'ов это все, что осталось. Вот этот мы можем не ставить, а вот эти вот все можем ставить. Они все хорошие. А также Mac Pro 2019 года. Mac Pro 7.1 тоже можем ставить. Что касается ноутбуков Hackintosh. Ну, с ноутбуками не все так плохо. Если у вас ноутбук поддерживаемый, вот Air и прошки. Прошки от 2017 года, Air от 2018 года. Вот перечень макбуков, которые поддерживаются. Дальше. MacBook Air от 2018 года. Ну вот тут очень все грустно. 3 модели. А если ролик этот был ожидаем и понравился, ставим лайк и подписываемся на канал. Впереди очень много всего интересного, так как конференция еще идет. Мы будем периодически информировать в Твиттере о том, что там происходит. Полноформатная по macOS Ventura также будет. Отдельное видео по настройкам macOS Ventura будет. И на повестке дня у нас еще iOS 16. Всем спасибо, всем пока, увидимся.